Эй, ты! Иди сюда! Что? Салман приветствую. Ты выкрал великий артефакт нашего покровителя! Я избавлюсь от тебя! What the fuck? Та-та-та, меч путешественника. Огонь, созданный временным парадоксом. Обалдеть. Так и мало того, что спустя примерно 70 видео этот артефакт вернулся ко мне, вернулся и Бурис. Оу, Сейчас все расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы играем с самим временем. Меч, которого никогда не должно было существовать в этой реальности, перекочевал в этот мир в самой первой серии, стал объектом неизведанной силы и спустя 65 видео вернулся ко мне. Неплохо отдохнули друг от друга. И знаете, я тут подумал, если меч является детищем временного парадокса, то в какой-то степени история, при которой я попадаю в египетский мир, также не могла произойти. Ведь описание меча подходит и мне. Ну, кроме того, что я огонь. Я не огонь, это точно. Если говорить проще, то когда-то давным-давно в одном из промежутков истории мой таймлайн, как Лолошки, исказило настолько, что, напомню, даже событий сезона «Голос времени» не должно было существовать. И несмотря даже на это, я еще раз переписал историю, удалил часть «Голоса времени», подумал, что да, парадокс исправлен, мы молодцы, а сейчас, спустя длительное время, понимаю. Чем дальше мы от той самой отправной точки, когда все началось, тем жестче корежит вселенную. То есть у нас появляется единственный очень важный вопрос. А когда эта начальная точка парадокса началась? Сейчас, даже если посмотреть все сюжетные видео по всем сезонам, становится ясно, что мы не знаем. Но при этом понимаем, что примерно до событий сезона «Голос времени». Фух. Радует, что, собирая историю по кусочкам, можно прийти к этому выводу. Надеюсь, вы все поняли? Ну и, кстати, еще кое-что. Мы с Бурисом пообщались. Именно он дал мне этот меч. Спасибо. В общем, до этой серии я заметил то, что тут Сдерик сидит, поэтому по-любому поговорим. Привет. Сдерик? Нет? Ну классика, ладно. Так, тогда может быть с кем-то другим. Абди, Хануф, Акетра. Нет, здесь получается... Что? Акетра в кладовке? Привет. Да, Лолошка, пожалуйста, не удивляйся, что я тут сижу. Я проснулась с утра, а у нас по дому разгуливает Дана. Да еще и с таким видом, что... Как же она меня раздражает, а? Я сегодня не в настроении участвовать в каких-то словесных перепалках. Как представлю, что она говорит что-то особенно колкое, а я при этом не нахожу, что ответить. О, ну нет уж. Лучше я буду прятаться здесь, в кладовке, чем проиграю словесную битву. Да черт, сама себя слышу и сама себе поражаюсь. Прятаться в собственном доме. Лолошка, ну у всех же бывают такие дни, когда не хочется ничего. Правда? Вот у меня сегодня такой день. Отойди-ка. Ой, ладно, я поняла. Походу, лучше вот здесь. Ты только не говори никому, что я тут спряталась. Ладно, я соберусь силами и выйду сама. Просто попозже. Ну ладно, хорошо. Леди Акетра и кладовка, и огромные синяки. Понял. На самом деле, с каждой серии все больше и больше заметно, что Леди Акетре все хуже и хуже. Сдерик, поговорим? Ой, сейчас, погоди-ка. Привет, Лолошка. Представляешь, вчера читал у себя в комнате до поздней ночи. Ну какая книга, а? Я, правда, в итоге встал всего полчаса назад, поэтому на завтрак... сейчас, вот это возьми. Да, я понимаю, не самый здоровый и полезный вариант, но зато вкусно. Блин, я, кстати, так свой не съел. Блин, ведь правда вкусно. И удобно. Можно есть и читать одновременно. Этот парень-изобретатель из книги был настоящим гением, не иначе. О, тут есть даже чертежи изделия, с помощью которого можно летать. Правда, с математикой у этого человека были явно проблемы. Я пересчитал его задумки. Такая конструкция без вариантов бы развалилась даже до взлета.
Но сама амбиция, Лолошка, какова амбиция? Летать! Если когда-нибудь Акетра даст мне свое добро, я бы хотел попробовать что-нибудь сделать. Но, понятно, уже по моим расчетам. Мне кажется, у меня бы что-то да получилось, потому что я несколько раз пересчитывал. Надеюсь, госпожа не будет злиться из-за слишком спешного завтрака. Хотя, я вообще еще не видел ее. Возможно, она вообще завтрак проспит. Поэтому это отличная возможность почитать еще. Хе-хе. Так, на чем я тут остановился? А, ну понятно. То есть он, получается, в кладовке-то не был, он не знает то, что Акетра там. Господи, а сколько она там уже сидит? Всю ночь? А, не-не-не, стоп, она сказала то, что проснулась с утра. И, кстати, она же сказала то, что здесь разгуливает Дана. Где? Дану я пока что не видел. Сюда зайти не получается. Хануф, привет. Поговорим? Не поговорим. Дана! Вы тут? Дана, черт возьми. О, Абди. Привет. Ой, вы меня напугали, Лолошка. Я пытался вымолить у Кнефмтити прощение за вчерашнее. А еще я хотел поговорить с вами. Как вы думаете, я смогу когда-нибудь стать нормальным человеком? Смогу ли я когда-нибудь быть с нормальным человеком? Со мной постоянно происходят вещи, которые заставляют меня себя ненавидеть. И я их делаю... Я понимаю, что я их делаю сам, потому что не умею по-другому. Потому что у меня в жизни не было по-другому. Я клянусь вам в верности, но потом, оказываюсь предателем. А когда решаю, что теперь-то я на верном пути, я срываюсь на вас так, когда научила меня срываться. Я постоянно жду, что мне скажут, что я должен делать, чувствовать, и даже как себя вести. А когда я принимаю решение самостоятельно, получается плохо. Я не хочу быть плохим человеком, но это же единственное, что я умею. Скажите, Лолошка, Хануф, то, что я к ней испытываю, это извращенное желание видеть в ней того, кто будет мной командовать, да? О, Абдишка, конечно, ты Абда, тебе нужен кто-то сильный, кто будет все решать за тебя. Нет. Давайте мы все-таки добьем Абди, сделаем из него более самостоятельного человека. Нет, ты просто видишь в Хануф более опытного Абда и хочешь стать как она. Так, нет. Ты влюблен в нее, дурачок. Чувство, которое ты никак не можешь в себе понять, это влюбленность. Влюбленность? Влюбленность. Я могу любить? Я человек. Ложка, спасибо. Теперь мне все стало понятно. Я даже подумать не мог, что могу быть способен любить. Но это тепло на сердце, это желание заботиться, это желание защитить. Как же я сам этого раньше не понял. Только... А что мне теперь с этим делать-то? Как я буду показывать свою любовь? А, нет, ладно, я что-нибудь придумаю. Да, точно. Я помолюсь к Нефмтити за Хануф. Пожалуйста. Ну что ж, вот так вот одно мое маленькое сообщение дало понять Абзи то, что оказывается он любит. Хотя мне кажется, что он не до конца это понял, потому что я по сути ему уже сколько? Десятки серий говорю о том, то, что ты теперь самостоятельный вообще-то. А он все не понимает и не понимает. Так что я даже думаю, что вот это его микропонятие, которое он только что испытал, на самом деле нифига не понятие. Уже через серию он снова такой: что же я чувствую, я не понимаю. Ну ладно, что-то я уже гиперболизирую. Эй, Хануф, может быть теперь поговорим? Нет, все еще не поговорим, кстати. Ладно, так, а что насчет Даны-то? Даны все еще нет. Может быть она здесь в саду? Нет. Наверное, об этом надо Акетре сказать, то что Дана ушла. На всякий случай сейчас вот это про... What the fuck? Ох, слушайте, она не просто не ушла. Дана? О, ну неужели кто-то решился подняться и поговорить со мной? Я уж думала, весь этаж будет предоставлен только мне. Знаешь, Абд, хорошо живет твоя госпожа, ничего не скажешь. Может быть, даже хочешь присоединиться? Ну чего ты так смотришь?
Думаешь, я решила принять ванну с ядом? Серьезно? Это просто ароматические масла. Хвойное дерево и эвкалипт. Ой. И расслабляет, и бодрит. У меня такая ванная была только на курорте. Но крыса всегда делал ее с морской водой. У него была какая-то глупая любовь к морской соли. Так что я прощаю тебя, что ты его прикончил. Ну а теперь все, давай, проваливай. У меня тут вообще-то вечеринка, и тебя не приглашали. Я все еще чувствую, как ты дышишь. Исчезни. Что ж, могу сказать то, что Дана никуда не уходила. А Кетра, сидите в кладовке. Так, может быть, сейчас я могу с Хануф поговорить? Привет. О! Наконец-то. А я как раз хотела тебя начать искать. Лолошка, я знаю, что Халима часто была несправедлива к тебе. И меня очень расстраивало, что она ушла, а вы так и не разрешили ваших ссор. Но именно поэтому я кое-что для тебя сделала. Халиме бы это понравилось. Вот, держи. Что это? Шапка? Я дарю тебе это, и тем самым примиряю вас между миром живых и мертвых. Лолошка, спасибо, что принял этот дар. И спасибо за все, что ты делаешь ради госпожи и нас. Ну ладно, это все, что я хотела сказать. О. Понял. Ладно. Шапка. Когда надета на голову, ничего. Шапка. Ой, погоди. Оно что-то дало, не? По-моему, оно что-то дало. Комфорт! Блин, а что он дает? Я забыл. Я забыл. По-моему, регенерацию ХП сильную, да? Ну, знаете ли, шапочка, конечно, шикарная, ничего не скажешь. Боже, Хануф, ты такая милая, спасибо. А в итоге что мне? Может быть, попробовать вернуться к Дане? Ну, я так, на всякий случай попробую. Надеюсь, она меня не укокошит за это, не? Все нормально? Ой. Ой, простите, водичку вам испортил. Да. Черт, Лолошка, пожалуйста, только тихо. Знаете, у меня ощущение, что я не должен был это видеть. Но я пошел именно за Кетрой и... Черт, что тут? Ты чё? Что это? Ты бы видела себя сейчас. Ты же у себя дома, женщина. Веди себя соответствующе. Ну, захотелось тебе перекусить на кухне. Так перекуси же с гордо поднятой головой. Не нужно этого стесняться. Я вот позволяю себе есть, когда захочу. Пока ты не продолжила, не хочешь ли ты объяснить, что ты вообще здесь забыла? А по моему костюму и мокрым волосам что, непонятно? Черт, Дана! Я сегодня не настроена на болтовню. О, тише, тише, тише. Поглядите-ка, наша богатая кошечка решила выпустить коготочки. Ладно, ладно, я вижу, ты действительно не в духе. А я-то хотела поговорить про огонь, который Бурис вчера отдал Лолошке. Что? Лолошка, ты виделся с Бурисом? О, ты посмотри. А он что, не рассказывал тебе? Ой, получается, я сболтнула лишнего. Твои попытки нас поссорить смехотворны, Дана. Однако же, сейчас я переоденусь, и ты мне все расскажешь. Понятно, Лолошка? Виделся с Бурисом. Ну да, ну я вообще хотел рассказать, просто когда? Вот ты, тварина, а? Ты посмотри на себя. Ехидная вот эта вот улыбочка ее. Что? Ну просто очаровательно. Ой. И ничего мне не скажешь, да? Ой. Ну что ж, получается, под дождем. Под дождем. Сдерик, кстати, пропал. Хануф... О, Абди идет. Ой, кстати, Абди и Дана. Ой, Абдишка, привет. Милый, для человека, который столько всего от меня получил, в себе слишком много злости. Дана. Да-да, что такое? Злость — это единственное, чему ты меня научила. А ведь и то правда. Но я тебя так слишком хорошо знаю, Абдишка, так что тебе меня не одолеть. Даже не пытайся. Твои злобные зырканья прибереги для кого-нибудь другого. А ведь он и правда смотрит, ты погляди.
Стоило отойти всего на пару минут. Эй, что здесь происходит? О, посмотрите-ка, как преобразилась. Ты что, для меня так нарядилась, да? Плевать. Лолошка, рассказывай, что было вчера. Ай. Эй, подождите. А можно я? Можно я? Учительница. Вчера мой дорогой брат и по совместительству любовник Бурис пришел к Лолошке, чтобы покаяться. Должна признать, он искренне к вам привязан. О чем они там говорили, не имеет никакого значения. Самое главное, покажи. Да ладно. А, что это? Какому богу принадлежит этот огонь? Вот оно. Я в тебе не сомневалась, Акетра. Самый первый вопрос и тут же в точку. Так, ладно, мы вроде как готовы нормально поговорить, да? Ложка, в сторону. Ну, не томи уже. Ну ладно. Ни одному из богов. Что? Ни одному... Но ведь легенды. У каждого бога по 2 огня и... Да знаю, я знаю, Акетра. Те немногие, кто вообще об огнях задумываются, считают, что их всего 10. Но богов-то у нас в Мисре не 5, а 6. Ох, ты серьезно? Как бы кто ни называл нашего фараона, никакой он не бог. Какие речи ты произносишь, Акетра! Если бы кто-то из солдат Амара об этом узнал. Впрочем, ладно. У меня нет никакого желания на тебя доносить. Если и убивать, то своими руками, конечно. Такой у меня принцип. Тем более, знаешь, я с тобой согласна. И огней на самом деле не 10, не 12, а 13. 13? Откуда у тебя эта информация? Ну, как бы сказать... я просто невероятно умна и наблюдательна. В братстве со мной никто не согласен. Но это из-за того, что они все идиоты. Мне достаточно было 1 раз побывать в отправлении, чтобы это понять. А? Что это? Что это за отправление? Для чего нужно это место? Эй, нет. Так не пойдет. Информация за информацию. Бурис рассказал мне, что этот меч был у тебя еще до того, как ты оказался на Зеленом континенте. Да? Не хочешь ли ты рассказать, откуда он у тебя взялся? Ну... В самой первой серии этого сезона. Я так и скажу, да-да-да. Я нашел его в древних катакомбах в Мемфисатоне. Солгать. Бурис это все придумал. Откуда бы мечу у меня взяться? Солгать. Я не знаю, откуда он у меня, но я точно знаю, что это мой меч. Вот оно как. Я слышала, что у некоторых мироходцев такое бывает, но это не объясняет главного. Как этот меч оказался огнем Мисра? Ладно, приятно было провести с вами время. Да отойди ты. Эй, стой, ты... Куда это ты направляешься? Эй, что ты позволяешь себе? Что за... Что, черт возьми, происходит? Узнал бы я, честно говоря, я сам не понял. Так. Я могу что-нибудь сказать на это? Ой, бляха-муха. Акетра, ну ты серьезно? Не пойду же я в купальнике по городу, правда? Ай, какие все-таки нервные и глупые. Глупые и нервные. Чао! Да. Куда? Ладно. Удивительно, но этот визит Даны оказался даже полезным. Мне нужно подумать над тем, что она рассказала. А будут ли какие-то указания? Ну ладно, Абди, а ты-то что-нибудь скажешь, может? Абди! Так, ладно, Кокетрия, зайти не могу, окей. Здесь у нас, получается, тоже никого. Может быть, Хануф, Сдерик. А куда они пропали-то, погоди? Они реально просто исчезли и все? Так, кстати, а вот эта кладовочка, ну-ка. Пустая, хорошо. А здесь... никого. Окей. Кстати, возможно, мне нужно за Даной выйти. Я не совсем это понял. Давай попробуем. Ну-ка.
Дана. Нет, Дана. Так, получается, она нам рассказала про то, что ее золотая маска Бурис любовник. Ну, в целом, мы примерно до этого догадывались, да, потому что их взаимоотношения были немножко необычными. Да уж, немножко. Плюс Дана знает, что, оказывается, меч путешественника не огонь какого-либо бога. И она рассказала про то, что огней 13. Погоди, а еще раз, а Кетра об этом не знала? Те немногие, кто вообще об огнях задумывается, считают, что их всего 10. Но богов-то у нас в Мистере не 5, а 6. И тут Акетра говорит, как бы кто ни называл нашего фараона, никакой он не бог. То есть, получается, все-таки Дана знает, что 13 огней в мире. Ё-моё. Чё за шум, ребят? А драки нет? Всем привет. Да ничего у нее не получится. Вы вообще видели эту девчонку, а? То. Получится. Она очень хваткая и умная. Не зря же она судья в комиссии 10 владык. Да, блин. Чё они там так долго-то, а? Эй, слушай, сбегай-ка, посмотри, что там происходит. На тебя никто внимания не обратит, я уверен. Куда? Подожди, еще раз. Ничего у нее не получится. Девчонка. Судья. Судья, это суд. Окей. Так, а я могу? Я могу. Всем привет. Ё-моё. Первый раз в этой локации. Прошу прощения. Люди, призываю вас к порядку. Я, судья в комиссии 10 владык, Хо-Хо, призываю всех замолчать. Спасибо. Мы собрались здесь, чтобы вынести приговор Табиту, подозреваемому в краже бессмертия у Казима. Я рассмотрела все приведенные обеими сторонами доказательства, приняла во внимание показания обвинения, а также слова свидетелей, и могу заключить, что Табит невиновен. Тихо в зале суда. Поскольку в Мисре не существует бессмертия, подозрения в краже беспочвенные. Дело закрыто. Смело. А вы кто такая? Хо-хо. Можно еще успеть сходить. Ой, вы меня напугали. Так подкрались, как прям как привидение. Вы что-то хотели? Простите, я вас не знаю. Вы со стороны обвинения? Не. Я просто восхищен тем, как вы разрешили это дело. Что? Могу пригласить вас на кофе? Ну да. Вы меня очень смущаете. Я простая практикантка. Что же касается кофе, то сейчас у меня совсем нет времени, но если вы когда-нибудь будете на Лофу Сяньчжоу, то я с радостью. Ой. Да уж. Вот. Мне действительно пора. Хорошего дня. Ну ладно. Что ж, надо будет обязательно сгонять на Лофу Сяньчжоу, ведь это потрясающая локация в бесплатной кроссплатформенной РПГ от создателей Genshin Impact. Honkai Star Rail. Игра, в которой можно играть где угодно, когда угодно. На ПК, на телефонах, на консолях, в том числе и 5-я PlayStation. Прогресс полностью синхронизируется, поэтому, закончив играть где-нибудь на компьютере, можно продолжить с того же места. С чего? Правильно, с телефона. Где-нибудь в таксишке. В Honkai Star Rail вас ждет более 20 интересных персонажей со своими особенностями и историей. Помимо Хо-Хо, в новой версии 1.5 вам станут доступны персонажи Аргенти и Ханья, а также вернется всеми любимый Серебряный Волк. Абсолютно все персонажи в игре обладают различными способностями. Например, Хо-Хо, который мы только что встретили. Это у нас персонаж поддержки ветряного типа, идущий по пути изобилия. Мало того, что исцеляет, так еще и энергию ульты у союзников восстанавливает. Такой персонаж настоящая редкость. Залетайте в Honkai Star Rail прямо сейчас и познакомьтесь с новыми крутыми персонажами. А также активируйте промокод на 50 звездного нефрита. Вот он. И не забывай самое главное, ссылка в описании. А мы продолжаем. Но в любом случае, прямо сейчас у нас есть кое-что, что мы не сделали уже на протяжении сколько? 3-4 серий. Мы не потратили статуи богов. Прямо сейчас мы знаем то, что мы ходили в храм Кнеф Мтити, прокачали лук, сходили в храм Роноса, прокачали клык Роноса, в храме Хэтентепа прокачали свиток правды, и у нас, получается, остается еще 2 бога. Значит, где-то есть храм Селиасет и где-то храм Монту.
Храм Селиасет, по-моему, я не знаю, я не видел его ни разу, я там не был. Так, короче, я решил не томить самого себя и просто спросить, где находится статуя Селиасет, потому что иначе я могу это 20-30 минут искать. Храм Селиасет находится вот в этой части города. То есть, если мы пойдем сюда, то вот оно! Статуя, которая как раз светится. Так, погоди, а что мы можем прокачать? Это у нас только горн. Погоди, а какой у меня сейчас там уровень? На всякий случай проверяем. А, нулевой! Все, тогда нормально вообще, прям замечательно. Нулевой уровень как раз прокачиваем. Уровень артефакта увеличен. И проверяем, какой теперь? 5-й, 4-й, ну-ка. 3-й, ну ладно. Стихийный ритм, дикий ветер. Во, стихийный ритм по-любому надо прокачать. Разместите рог на земле и подуйте в него, чтобы запустить цепочку мощных воздушных волн. Сейчас перезарядка 56 секунд, и это нереально дофига. Именно поэтому мы не можем, потому что у меня нет опыта, черт! А, погоди, у меня же пузырьки опыта есть. Итак, повышение уровня, перезарядка становится 53 секунды. Давай... Еще и 135 опыта надо. Да, окей, без проблем. Прокачиваем. И перезарядка 47 секунд. Количество волн 5. Было, по-моему, 2. И черт возьми, это реально теперь, ну, годный артефакт. Прям реально годный. Ну-ка. Так, давай. Уф. Уф. Ну хорошо, а? Сотрясаем город. Все, перезарядка началась. Та-дам! Все, перезарядилась. Забираем. Стол исследователя тоже забираем. И у нас остается только одна статуя, которую я не использовал. По-моему, это статуя Монту. Вот оно. То самое место, где когда-то давным-давно мы прятались со Сдериком, помните? Да, здесь, получается, был Салман Муджалид. И прямо сейчас, чтобы хоть как-то прокачаться, нам получается... Ты! Иди сюда! Что? Салман Муджалид... Приветствую. Да как ты смеешь ходить своими мерзкими ногами рядом со святыней великого Монту? А я ведь считал, что из тебя получится хороший, достойный сторонник. Но нет. Ты выкрал великий артефакт нашего покровителя, разрушил целый остров, и после этого ты ведешь себя так, будто тебе это позволено? Никто не имеет права прикасаться к священному молоту. Только истинным верующим может быть даровано это право. Вот так встреча. Так, ну, понятно, что Салман обо мне знает, потому что он был на совете Тоев и Тунцев, он же один из золотых масок. И кто этот истинный верующий? Ты, что ли? Салман Муджалид, простите, пожалуйста, я просто не ведал, что творю. Как мне искупить свою вину? Для того, кто ненавидит богов, ты что-то слишком много им поклоняешься. А ведь, кстати, правда. Золотолицы, они же ненавидят богов. Ну, давай. Ты что-то слишком много поклоняешься тем, кого ненавидишь. Я презираю этих презренных мелочных псевдобашков, потому что только Монту обладает настоящей силой. Мы отомстим Роносу, отомстим Кнефмтити, Селиасет и Хетентепу. И тогда Монту вознесется. Тоев-Этун не ведает настоящей власти Монту. Но когда огни зажгутся, они увидят. Они все поймут, как же они ошибались. А ты сбиваешь их с нужного пути. Ты добыл мерзкий клык тупого красногривого. И теперь ты, наверное, считаешь, что тебе все можно, да? Нет! Я избавлюсь от тебя. Я помогу ему видеть. Что? What the fuck? Салман Мудж... Какого черта? Презренный сторонник Роноса. Етить, колотить, что происходит? Тихо, успокойся, Салман. Так, ладно, это то, чего я явно не ожидал. Мне прямо сейчас, кстати, дали эффект. Тот самый, помните? Египетская сила. Да, осталось перезарядки 1180 секунд. Ты можешь забираться, что? Черт возьми! Так, тихо, аккуратно. Салман. Ой, не зря я полет прокачал. Как же не зря я полет прокачал? Эй! Может быть, все... Я понял, не поговорим. Может быть, все-таки не поговорим. Так, тихо. Все, нормально. Все. Бляха! Нет! Я сейчас умру. Нормально, живем. Жить. Как его убивать-то? Это же Unreal, он слишком сильный, без шуток. Кто же, мать его, знал то, что, оказывается, с Салманом Муджалидом можно будет сразиться с золотой маской? Вообще, мне кажется, что если я сейчас умру, то сейфпоинт будет. Давайте попробуем. Да.
Все, я умер, и заново битва начинается. Я думаю, то, что лучше с самого начала начать. Мы сейчас вот так вот заберемся. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Тихо, 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 молодой, тихо, молодой. Давай, давай, давай. Да куда ты убегаешь? Куда? Давай сюда. Получай, получай, получай. А, валим, 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 змеи, змеи, змеюки. Ой, как же хорошо, что я полет прокачал. Как же я люблю себя за это, а? Что? Вы получили 2 сердца? Ну, я не получил 2 сердца. А, это потому что у меня гаснущая искра, ну, конечно. А, погоди, так у меня шкалы Кроноса есть. Вот так вот сделаем. Черт, я не туда стрельнул. Ай, 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 больно, больно, больно. Салман, ты куда делся? А, вон он, на крыше. Так, куда, куда? Сюда. О, ни хрена, как он умеет. Стой, 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 вот тебе. На! О! Охренеть. А как убивать того, кого невозможно убить, ребята? Как его убивать? Ой-ой-ой, погоди. Он застрял. Только заметили? Каждый раз, когда я его бью, у меня хп теряется. Да нет, он реально застрял. Слушайте, я вам так скажу, у меня ощущение, что я его не могу победить. Невозможно убить того, кто, во-первых, вот так вот регенерирует, когда его не бьешь, а во-вторых, того, кто убивает тебя за 2 удара примерно. У меня нет столько регенерации, поэтому я сейчас честно доволен, то, что он застрял. Не сочтите меня за любителя багов, но конкретно сейчас я обожаю вот этот баг. Он, видимо, меня просто за костром не видит. Вот так побеждаются золотолицые, ребята. Костер против Салмана Муджалида. Кто же выиграет? И... прощай! Теперь ты меня по-настоящему разозлил. Пора тебе познакомиться с моей подругой. Что? У него хп восстановились. Эй, стоп! Ты куда? У меня 0 хп, если что. Я не хочу, я не хочу. Я не хочу, чтобы заново босс-файт шел. Ты куда? Что происходит? Я не вывезу такое! У меня 0 хп, буквально 0. Так, срочно. Яблоки кушаем. Все, какие 2 хп? Вот давали бы мне эти 2 хп, я бы только так забыл, честно. Так, ладно. Покажите мне еще раз. Писец. Обалдеть. Так, давай. Ай, 1000 хп. Сколько? 1000. Стоп, а у меня в свитке правды может быть регенерация есть? О, есть, кстати, сопротивление. Сопротивление это прикольно. Блин, походу все-таки регенерации нет. Тогда мы, скорее всего, возьмем сопротивление, порегенерируем. И сейчас поставим Горн Селиасет. Поехали. Пам-пам-пам-пам-пам. Все, оглушаемся. Оглушаемся. Ой, куда? Она оглушилась! Это реально работает! Так, тихо. Так, давай, хорошо. У меня такая быстрая скорость атаки с этим мечом. Обалдеть, просто я могу махать левой кнопкой мыши туда-сюда. Все, кончилось. Хорошо, тактика работает. Короче, все, что нам нужно, это Горн Селиасет перезаряжать. И еще мне нужно постоянно находить где-то еду. Вот, еда, плевать. Прости, город, мне придется это сделать. Томаты, отличная еда, шикарная. О, да какие 2 сердца? Не дают мне эти 2 сердца, отстаньте от меня. А если я луком, кстати, стрельну? Куда? Куда ты в горн стреляешь, тупица? Сопротивление, кстати, и правда помогает, меньше урона наносится. Все, мы ее оглушаем. Хорошо. Отлично. Ай, как хорошо, что я прокачался. Остается последний рывок, ребята. Ну давай, тварина, давай! Пошел. О, тихо. Так, хорошо. Нет. Невозможно. Меня направляет сам Монту. Ты не мог победить. Я не смирюсь с этим, нет уж. Да заткнись ты. Ой. Эй. Чел. Я же пошутил. Маска Верховного Жреца Бога Монту. Легкая маска, выполнена из чистого золота, инкрустирована драгоценными камнями. За такую тонкую работу некоторые коллекционеры отдали бы половину своего состояния. Ой. Ой, да, слушайте, у него реально в теле какие-то штуки ядовитые, которые отравляют, если ты его бьешь. Слушайте, а то, что сейчас ничего не происходит, это окей? Я просто...
Ну, то есть я его должен был убить, да? Или он должен был что-то договорить? Ребята, все окей. Оказывается, то, что мы видим сейчас перед собой, это более чем окей. Но в то же время, оказывается, мне нужно было все-таки заранее прокачать молот Монту, например. Ну что, я теперь, получается, даже не могу воспользоваться этим, да? Маска Верховного Жреца. Я могу ее надеть? Я не могу ее надеть, кстати. То есть, как бы я сильно не хотел, не надевается. Мне, наверное, показать ее кому-то надо. Я убил Золотолицего, черт возьми. До меня вот просто доходит это так с трудом и с натяжкой. То есть, если я сейчас вот это вот включу, то... О, Салман Муджалид. Голова, верховный жрец бога Монту. Служит в Нарфанисе. Желает вознесения Монту над остальными богами. Ликвидирован. Ну что ж, ребята, на такой позитивной, креативной ноте мы будем постепенно заканчивать. Я своей мега-супер шапочки смог одолеть огроменную змеюку. Так вот, оказывается, кто хранился у него в этой пещере. Хотя тут есть еще какой-то проход, но, видимо, он закрыт. Да, он скармливал трупы этой змеюки. Знаете, это максимально невероятный финал, который может быть у серий. Вот просто самый неочевидный. Ликвидация золотой маски. Я надеюсь, что вы не меньше моего удивлены этому. И надеюсь, что вам нравится этот сезон. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Я вообще в афиге. В афиге. Надо переспать с этой мыслью. Надеюсь, что вы не забыли про ваши маленькие нажатия, которые дают огромный буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... ликвидированная золотая маска. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.